Я расскажу вам, как попасть в Web3 раньше остальных, чтобы у вас было справедливое преимущество, чтобы вы были на шаг впереди. Начинаем прямо сейчас. Это видео создано исключительно в информационных целях. Нельзя использовать его как совет по финансам. Это исключительно мнение автора. Покупка криптовалют связана с финансовыми рисками. С вами Криптору, канал крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. И мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает, как попасть в Web3 раньше остальных и заработать. Не переключайтесь. Не секрет, что если зайти в какой-либо проект довольно рано, то можно получить очень-очень большую прибыль. Мы уже видели это в случае криптовалют, в случае NFT и с разными проектами. Проблема в том, что про эти проекты обычно ничего не известно, пока не становится слишком поздно. А даже если вы о них знаете, то в них никак не попасть. Всегда можно зайти во вкладку Web3 на централизованной бирже и определить, что из списка является Web3, а что нет. Исследовать каждый проект, пока не найдете подходящий, или на удачу выбрать один, что может сработать лучше, чем послушать гуру. Не гуру. Но что, если бы был способ или проект, который бы инвестировал в Web3 за вас? У вас был бы только один проект или актив, и он инвестирует в Web3, как фонд взаимных инвестиций. Видите ли, многие этого не знают, но в криптовалютах так уже делали, и довольно успешно. У нас были CDFI. Это почти то, что я описал, но в игровой индустрии. Вы инвестируете в CDFI, владеете токеном и получаете средства от каждой игровой компании, запущенной там. Вопрос в том, повторится ли это в ходе грядущего бычьего забега. И если да, то как это будет выглядеть? Как мы можем получить преимущество? Ну, во-первых, да, есть шанс, что это повторится и снова станет трендом. Обратите внимание на слово «шанс». Я подчеркиваю, что риски велики, и это может вообще не сработать. Но если порассуждать, то история повторяется. Я думаю, что шанс повтора велик. Но если история повторится, то люди должны видеть в этом смысл, чтобы покупать активы и применять их. Ранее, когда CDFI и другие проекты были доступны, они выстрелили, поскольку это был единственный способ попасть в игровую индустрию. Мы не знали, как изучать игры и какие компании их разрабатывают. Это было единственной точкой входа. Люди и компании выпускали свои игры на этой платформе, инвестировали и смотрели, насколько хорошо игры себя показали. Мы заработали много денег, просто храня CDFI. Но вы должны знать, когда выходить. О чем мы говорили, и большинство из нас так и сделало. И тут время для нашего сегодняшнего спонсора. PimeDAO. PimeDAO старается предоставить решение по входу в Web3 компаниям для их поддержки и инвесторам, желающим вложиться в эти компании. Так, секунду. Давайте я кое-что поясню. Хоть это и спонсируемое видео, но вы знаете, если смотрите этот канал, что я помечаю красные флаги и высказываю свое честное мнение. Я обвиняю мошенников в спонсируемом видео. Я могу снять спонсируемое видео, а затем назвать спонсора мошенником. Я знаю, что вам весело, вы находите это забавным, а мне не так смешно, потому что я потом получаю от компании. Но что есть, то есть. Это развлечение. Итак, досмотрите это видео до конца, чтобы узнать мое мнение о том, как я бы инвестировал в Web3. И честное объяснение того, почему я работаю и делаю спонсируемое видео. Вложился бы лично я в этот проект, если бы это не было спонсируемым видео. Оставайтесь до конца, думаю, вас ждет сюрприз, а может даже посмеетесь. Итак, поговорим о PimeDAO. Время запуска 31 августа. В зависимости от того, когда вы смотрите этот ролик, это может быть сегодня или завтра. Инвестируя в PimeDAO, вы инвестируете в будущее Web3. Давайте поясню. DAO – это не инвестиционный инструмент. По идее, DAO – это децентрализованная автономная организация, что по большей части вранье. Подумайте, вы можете голосовать за определенные направления и определенные аспекты компании. У вас есть токен, с помощью которого вы можете голосовать, но это не работает. Во-первых, вы голосуете за вещи, которые определены компанией. Даже если они их не определяют, они контролируют большинство токенов. Кстати, я говорю о большинстве компаний. Если бы вы реально могли голосовать по поводу стратегии компаний, то они бы разорились, поскольку идиоты без опыта в бизнесе не могут решать такие вещи.
В общем, по моему мнению, DAO — это плохая идея. Однако, это один из способов инвестирования в криптовалютной индустрии. Иногда это единственный способ вложиться в проект, если только не купить его самого. Но знайте, что DAO не дает вам никаких прав. Это не владение акциями. Это способ вложиться, или, дайте перефразирую, получить часть прибыли, которую компания может получить, или часть успеха криптовалютного проекта. Владея PAIM, вы инвестируете в потенциально прорывной проект в сфере Web3. Я добавляю слово «потенциально», потому что он может и не взлететь. Есть риски, но есть и шансы. По мере того, как эти компании растут, растет и ценность времени. Наше сообщество – ключ к этому. Мы получаем большие награды за то, что помогаем запускать ведущие компании в сфере Web3. В общем, вы принимаете участие в запуске Web3 компаний. Храня токен PAIM, вы получаете от этого выгоды. Вы храните токены и получаете награды. Токен также растет в цене. Итак, экосистема PAIM поддерживает проекты в сфере Web3 на самых ранних этапах. Работает с компаниями, командами и сообществами с самых первых шагов. А также получаете доступ к более широкой экосистеме. И, конечно, компания получает свою выгоду, поскольку у нее появляются средства для запуска проектов. Kix — это их стартовая площадка для краудфандинга проектов на Web3. Вам предоставляется ранний доступ к Kix. Вы поддерживаете их и получаете эксклюзивный доступ и награды. Что же делает Kix? Он позволяет проекту набрать ход с самого начала, обрести сообщество, создать момент и увеличить прибыль вложений, которая требуется, чтобы поддерживать проект и сообщество. Еще один поддерживаемый проект — это DayZero. Это инкубатор для команд, проектов и людей. Они могут проверить свои идеи перед запуском. Затем можно осуществить предварительный запуск с помощью Superpower. Да, я думаю, они хотят, чтобы звучало Superpower. Крутое имя. Это для проектов, которые уже создаются. Есть работающий продукт, теперь его надо запустить и поддерживать сообщество. Предположим, у вас есть продукт. Он готов, но нужно его поддерживать. Нужен маркетинг. Нужно сообщество. Нужно все это создать. И PAIM в этом поможет. Прокрутим вниз и увидим несколько компаний, с которыми они работали. Прокрутим еще вниз и увидим токеномику. Почитайте сами, изучите сами, сделайте свое собственное исследование. Но также перепроверьте все, о чем мы здесь говорим. Да, можно прочитать и белую книгу здесь, рекомендую. А здесь можно купить токен, то есть инвестировать в проект. Если прокрутим еще вниз, то увидим общественную команду. Я не проверял все эти имена, они не кликабельны. Ничего не проходит, если нажать. Но Саймона Митчелла, видимо, задоксили. Я это знаю, потому что если прокрутить вниз и нажать на кнопку Get PAIM, то вас перенаправит на сайт Gate.io. Прокрутите вниз и вы увидите основателя, Саймона Митчелла. Пожалуйста, прочитайте все это, если решите инвестировать в Gate.io. Я скоро скажу, что бы я сделал. Важный вопрос. Существует ли Саймон Митчелл на самом деле? Мы видели разные проекты, разные имена, а людей на самом деле никогда не существовало. И мы говорили об этих проектах даже в спонсируемых видео. Давайте же посмотрим, что это за Саймон такой. После быстрого поиска в Google я нашел страницы Саймона в LinkedIn и Twitter в топе выдачи. Давайте откроем LinkedIn. Ну да, похоже на правду. Они нанимают, и у нас даже есть общие связи. Но, конечно, с вашей стороны нужно более обширное исследование. Если перейти на страницу в Twitter или X, то видно, что он присоединился в 2022 году. Можно посмотреть его посты. Давайте-ка я подпишусь на него. Что он пишет? Итак, вы можете сделать свое исследование. Окей, каково же мое мнение по поводу PAIM? Я считаю, что это хорошее вложение. Ладно, в целом я не вкладываюсь в DAO. Я не люблю вкладываться рано, когда что-то только запустилось, поскольку обычно цена падает сразу после запуска. Она идет вниз, остается внизу, а в будущем вырастает. Но в этом случае все не так. Видите ли, насколько я знаю, не было пресейла токенов. Ну или их не выдавали инфлюенсерам, вроде меня, чтобы не сбрасывать слишком много монет. Конечно, они всегда могут сделать дамп. Команда может совершить дамп. Мы не знаем, что происходит внутри. Неважно, что они заявляют на сайте. Однако для меня это зеленый свет. На самом деле я согласился получить их токены после запуска, а я делаю так крайне редко. Почему я так поступил сейчас?
Я действительно верю, что этот проект может хорошо себя показать. Это, разумеется, зависит от них. Всегда нужно принимать во внимание, что это могут быть мошенники. Может, они потерпят неудачу. Может, они не окажутся слишком хорошими. Но я считаю, что можно рискнуть. Если бы я не получил токены, если бы использовал свои средства, то я бы вложил в этот проект небольшую сумму. Мне нравится применять подход венчурного капиталиста к таким проектам, к новым криптовалютным проектам. Давайте я объясню, что я имею в виду. Если у меня есть бюджет от 3 до 5 тысяч долларов, назовем это рисковым бюджетом, я хочу инвестировать в проекты. И мне плевать, потеряю я деньги или нет. Это мой случай. Я вкладываю небольшие суммы в 10-15 проектов, ожидая, что большинство провалится, но 1 или 2 будут успешными. Они могут упасть в начале, но со временем эти 1-2 проекта станут успешными и принесут мне огромную прибыль и много денег. В общем, я инвестирую в массу проектов и надеюсь, что 1 или 2 из них хорошо себя проявят и принесут прибыль. Конечно, вы можете минимизировать неудачи, изучая проекты, но по моему опыту делать это довольно трудно. В общем, посмотрите Пайм, исследуйте его самостоятельно, решите, действительно ли вы хотите в него вложиться. Убедитесь, что поняли, как проект функционирует. Ссылки я оставлю внизу под видео. Посмотрите вот это видео или вот это видео, предложенное YouTube. И не забудьте подписаться. Увидимся в следующем ролике. Вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенного редакцией Crypto.ru на русский язык. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Также смотрите оригинал видео на канале автора по ссылке в описании. Пока-пока.